своим опытом, навыками, инструментами, которые дают ощущение счастливой жизни, которые подсказывают, направляют, которые дают возможность наполниться энергией. В общем, много-много-много всяких полезных штучек, которые действительно полезны. И сегодня мне хочется уделить внимание теме, не знаю даже, как ее правильно назвать, синхронизация или умение слышать себя, момент, что-то вроде этого. Вот сейчас я буду говорить, и вы поймете, что именно я имею в виду. Есть такое понятие, которое очень многие называют «жить в потоке», или кто-то еще называет удачное стечение обстоятельств, когда мы словно бы, знаете, как в машине говорят, зеленый свет, да? Зеленая полоса. То есть когда все случается вовремя, мы нигде не опаздываем, и как будто бы мы в каждой ситуации, каждая встреча и каждое место случается в нужное время, в нужный момент, и все идеально. Как будто бы все специально создано для нас в этом моменте. И, конечно, у кого-то такие ситуации случаются чаще, у кого-то меньше, и у кого меньше, конечно, хотят, чтобы они случались чаще. Но случаются они чаще у людей, которые доверяют себе и доверяют обстоятельствам. То есть те люди, которые более чувствительны. Но что делать тогда тем, кто менее чувствителен? И вопрос простой, а ответ еще проще. Развивать. Развивать также очень просто. Начинается, как любое дело, с маленьких шагов, когда мы начинаем делать вещи, которые нам нравятся, и не делать вещи, которые нам не нравятся. То есть в каждый момент времени очень здорово задавать себе вопрос, что я хочу именно сейчас. Доставляет ли мне удовольствие быть здесь, среди этих людей, общаться с этими людьми, с этим человеком. И это может касаться очень простых вещей, таких как, например, вы обретаете какую-то привычку, делаете ее, не задумываясь о том, приносит ли она истинно вам удовольствие в данный момент или нет. Например, вы пошли в кафе и решили заказать кофе, потому что вы все время заказываете кофе. Но, например, именно сейчас, если искренне задать себе вопрос, что я хочу, может быть, вам захочется кофе с корицей. Видите, это может быть настолько мелкое отличие, а может быть более крупное отличие. Какой-нибудь лимонад и свежевыжатый сок. То есть, когда мы становимся более чуткими, более осознанными в моменте, и мы делаем выбор более осознанно. И таким образом, следуя каждый раз своему истинному желанию, мы больше и больше открываем себе эту чувствительность. То есть, чем больше мы делаем того, что действительно хотим, тем больше мы начинаем ярче слышать наши следующие желания. И очень важно не игнорировать такие моменты, доверять себе. Знаете, наверняка у всех были опыты, когда, например, выходя из дома, вы подумали о том, что неплохо было бы взять сегодня зонт, а потом подумали, да ну, как-то вроде бы погода обещает быть солнечной, по прогнозу тоже сказали, что будет солнце. Вы выходите на улицу без зонта, понимаете, что, в общем-то, это меньше груза, а вдруг внезапно непрогнозированно идет дождь, и вы вспоминаете свои утренние мысли и понимаете, что, ну как бы было же чувство. Вот. И наверняка таких моментов вы проживали очень много, поэтому если все очевидно, да, то есть каждый раз, когда у нас появляется какая-то мысль что-то сделать, просто делайте это, и раз за разом вы будете убеждаться, что это не просто так. То есть каждый раз просто доверяй своей какой-то интуиции, да, и хоть разные мнения бывают о том, что, например, интуиция — это больше женская черта, да, ничего подобного, все развивается. То есть, если вы делаете то, что развивает вашу интуицию, она, естественно, будет расти. И вот это вот понятие поточности и понятие синхронизации, в этом нет ничего мистического на самом деле. Это все простая физика вещей. Когда мы слышим себя, когда мы
следуем своему внутреннему голосу, когда мы просто развиваем свое доверие, мы доверяем, потому что на самом деле мы все знаем, да, нам не нужны лишние какие-то ответы, нам на самом деле не нужно спрашивать кого-то со стороны, как нам поступить. Но иногда эти советы со стороны дают нам ключи, чтобы научиться протоптать собственную дорогу. Да? Каждый раз кто-то еще нам помогает глубже соединиться с собой, потому что когда мы слышим мнение человека, который синхронизирован с нашим сердцем, это лишь говорит о том, что мы как бы подтверждаем то, что мы хотим. Это мы слышим и чувствуем внутри, да, я тоже так и думал. Вот. И в другой момент, когда кто-нибудь скажет другое мнение, мы чувствуем, что не очень по душе. Вот. Поэтому просто слушаем себя, просто доверяем себе. И это касается также и общения. Да? Не бойтесь говорить нет, не бойтесь говорить да. Когда мы встречаем людей, и если особенно вам пишут близкие люди, например, или звонят, и кажется, что нужно ответить, да, нужно пообщаться, но состояние такое, что не хочется. Из-за того, что вы обещали кому-то, мы очень часто пренебрегаем это свое чувство, подавляем свои истинные желания, и потом чувствуем буквально истощенными себя, потому что мы делали то, что нам не хотелось. И будьте уверены, что в этот же самый момент для другого человека происходит то же самое. Даже если он и говорит о том, что да, мы договаривались встретиться и пообщаться, будьте уверены, что в тот момент, когда у вас возникает чувство, что вы не хотите встречаться с этим человеком именно в это время, то же самое проживает и другой человек. То есть мы как будто, если мы идем против своего чувства, мы нарушаем целую паутинку связи между нами. И когда мы не следуем собственному сердцу, мы таким образом всех, кто связан с нами, тоже подвязываем под под эту зависимость. Мы заставляем и других тоже нарушать собственные границы. Поэтому это не эгоистичность, да? То есть когда мы слышим себя и следуем своему отклику, своему зову, мы тем образом на самом деле помогаем очень большому количеству людей, потому что все ведь связаны. И если бы вы дали возможность расслабиться одному человеку в этой встрече, да, то он сделает тоже то, что хотел на самом деле глубоко в душе. И вы можете только вообразить, как много в этом моменте, как много изменилось, только благодаря тому, что вы поступили так, как вы хотели. То есть каждый человек в этот момент имеет возможность тоже сделать тот выбор, который будет более близок к его сердцу. И это на самом деле действительно, да, то, что мне хотелось сказать. Не бойтесь, не думайте, что это страшно делать, что вы кому-то обидите. Раз за разом вы увидите много подтверждений тому, что да, это здорово, и вы услышите много слов благодарности от людей, которые таким же способом получат возможность свободы и открытия своего сердца, и помогая себе стать собой, доверяя себе. И на самом деле это все про любовь к себе. Да? Когда мы любим себя, мы позволяем себе самое лучшее в своей жизни. И это взаимный процесс. Чем больше мы любим себя и позволяем себе проживать свою жизнь очень открыто, именно так, как нам нужно, тем больше мы начинаем позволять и другим людям. То есть то, что мы позволили для себя, нам очень легко позволить для других. Да? И мы не будем никого обвинять за то, что кто-то не позвонил нам, потому что обещал. Мы знаем, что каждый человек имеет право на собственную жизнь, каждый человек имеет право на счастье. И мы растем в нашей любви, мы растем в нашей любви к себе, и мы еще больше открываемся к людям. Мы однажды открываем глаза и понимаем, что этот мир прекрасен, он совершенен. И
как глубока, и как чиста, и как искренняя любовь. Не просто, знаете, с закрытым сердцем сказать: да, я всех люблю. Вот. А по-настоящему из такого открытого, яркого состояния сказать: я вас люблю. Спасибо. И я вас люблю. И желаю вам счастья, желаю вам слышать себя, желаю вам доверять себе и не бояться совершать ошибок. Ошибок не существует. Бывает умение, уроки и новые открытия своей грани и грани этого мира. Буду рада, если вам понравился сегодняшний мой ролик, и подписывайтесь на мой канал. Давайте общаться, давайте оставаться на связи, делитесь, если вам понравилось это видео, делитесь со своими друзьями, близкими и со всеми, кто хочет, чтобы это было полезно. Благодарю и до новых встреч!